Сейчас мы находимся в файле 0402 старт, и в этом видео собираемся детализировать эту часть ящика, которую начали в предыдущем видео. Итак, вот что нужно сделать. Получить более острые ребра и скосы по периметру всей этой окантовки объекта, что не так просто. На самом деле это нужно делать в определенном порядке, чтобы убедиться, что скосы дадут предсказуемый результат. Я собираюсь изолировать эту форму и начну с выбора всех ребер, которые нужны для скоса. Проблема заключается в том, что, как видите, это ребро останавливается из-за того, как мы разделили эту часть, чтобы создать такую форму здесь ниже. Я просто продолжу выбор здесь внизу очень быстро и получу все нужные горизонтальные ребра. Далее перехожу к меню Select Configuration Edges, и эта опция должна попытаться обернуть весь остальной объект петлями ребер. Следующая вещь, которую я собираюсь сделать, начну работать над ребрами одной из этих маленьких деталей для экструзии. Я на самом деле не хочу очень много времени тратить для поочередного выбора каждого из них по всему объекту, поэтому нажимаю здесь F и немного зумирую снова. Иногда ваша камера может убегать от вас и теряться, но просто выбираю все ребра здесь, проверяя, что выбрал все нужное, пытаюсь обозначить все эти углы. Не обязательно делать это на каждом из них. Иду на эту сторону и также захватываю их. Подготовлено клубом «Перевод всем». Нужно сделать это только один раз, потому что можем перейти к опции Select Similar и видим, что она идет через весь объект и выбирает подобное. Теперь собираюсь перейти в Modeling Toolkit Bevel. Обратите внимание, что это занимает совсем немного времени, но на самом деле создается довольно много геометрии. И хочу показать вам, что эти углы именно то место, которому мы хотели уделить все это время. Честно говоря, это просто требует определенной практики, чтобы понять порядок действий в таких задачах. Добавим здесь два сегмента, и вы увидите, что работа программы начинает замедляться. Как только убеждаемся, что эти сегменты именно то, что хотим, и все выглядит хорошо, то удалим историю, и все ускорится. Эта опция просто запоминала все эти скошенные края по ходу работы. Итак, выбираю этот объект в режиме Object, нажимаю клавишу 3 и просто начинаю искать любые ошибки или сбои, которые могут проявляться в петлях ребер. Если по какой-то причине пропустили одно из ребер, то увидите отличие по сравнению с другими петлями ребер. Но сейчас все это выглядит очень красиво детализированным. Далее я собираюсь сделать еще одну вещь. Мне не нужны эти поверхности наверху. Сниму изоляцию и вспомним, что здесь есть отдельный объект – столешница. И нам фактически не нужно связывать эти два объекта. В реальном мире это были бы две части из дерева, которые соединяются либо столярным клеем, либо через шканты, шурупы и так далее. Так что нам не нужно беспокоиться об этом и в нашем виртуальном мире. Давайте изолируем это еще раз. Далее намереваюсь использовать этот инструмент Paint Selection. Удерживаю B, чтобы получить больший размер кисти. Проверяю, что находимся в режиме Faces и выбираю очень быстро нужные поверхности. Мне нравится этот инструмент для такого типа выбора, потому что он не будет выбирать сквозь весь объект. И просто нажимаю Delete, так как больше мне не нужна эта верхняя часть. Далее иду к Edit, Delete by Type, History, просто чтобы упростить проект. Теперь вернем столешницу на место, выбираю Translate Y и на виде спереди уточняю ее положение до тех пор, пока они не совместятся. Готово. Итак, я хотел показать вам эти более сложные формы со множеством ребер, идущих в разных направлениях. И как в таком конкретном случае можно намного проще выбирать их все за один раз.
И обязательно уделите время тому, чтобы убедиться в правильности сделанного выбора. Можем использовать опцию Select Similar, чтобы ускорить рабочий процесс выбора, так как с ней не нужно обходить каждое ребро на таких сложных детализированных формах.